Всем привет и добро пожаловать! Я Ира. А я Наташа, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Итак, сегодня мы говорим о блогерах и блогах. Вопрос для тебя, Ира. Кто такой Мгм. блогер? Блогер — это человек, который ведет свой онлайн-дневник или блог на различных платформах, таких как сайты, соцсети, что сейчас очень популярно, видеохостинги, и регулярно публикует там контент. Мгм. Да, то есть если раньше блог был только в живом журнале, например, то сейчас Да, блог может быть абсолютно везде, в любой соцсети, какая тебе нравится. да. И тебе нравится выкладывать видеоматериалы, ты идешь на YouTube, тебе нравятся там фотографии, это Инстаграм, тебе нравится делиться Мгм. текстом, ты идешь в Телеграм, например. Хорошо. И считаешь ли ты себя блогером? Наверное, осознание того, что я блогер, пришло ко мне, когда в магазине вообще совершенно незнакомый человек ко мне подошел и сказал: я слежу за вашей страницей, я на вас подписан, у вас очень интересный контент. Серьезно? О, моя Да. корона, она не влезает уже больше, задевает потолок. Класс, да, Да, хорошо. Ну, я думаю, что это серьезное достижение. Да, и точно. да, причем это было где-то, наверное, месяца 2 или 3 назад, то есть когда мой блог имел 4000 подписчиков. Да, ну Но, давай, видимо, этого достаточно. да, Мгм. скажем, что 4000 подписчиков может быть по меркам всего Инстаграма это не так много, но если Да. поставить 4000 человек перед тобой. Да, кстати, ко мне тоже приходила эта мысль, что думаешь: "Ну ладно, сейчас у меня 6 с чем-то тысяч". И думаешь: "Ну, это, в принципе, не такая большая цифра". Потом я задумалась над этим и думаю: если бы все эти 6000 человек были сейчас передо мной, ну, довольно, наверное, это впечатляет. Да, да, конечно, не нужно принижать свои достижения. Да. Да, хорошо. И нравится ли тебе быть блогером? Зависит от дня недели, я думаю. Понимаю. От того, как сойдутся звезды, Хорошо, солнце, сейчас, луна в и так данный далее. момент. Сказала бы, что среднем. Бывают дни, когда вообще нет мотивации этим заниматься, а бывают дни, когда люди пишут и ставят позитивные комментарии. К сожалению, это происходит не очень часто. Мгм. Да, но я тебя в этом понимаю. И с точки зрения, считаю ли я себя блогером или нет, потому что, ну, мне кажется, мой YouTube уже достаточно большой, там сейчас 36 Мгм. тысяч М, подписчиков, но все равно, когда меня спрашивают, кто ты по профессии, чем ты занимаешься, я отвечаю, что я учитель. Да. И я не знаю, может быть, это связано с финансовой стороной. Все-таки то, что Мгм. спонсирует мою жизнь и за счет чего я живу, это все-таки уроки и не ведение блога. Или, Мгм. может быть, хотя не знаю, если честно, очень много времени отнимает соцсети, и блог, и подкаст, и все остальное, поэтому я должна пересмотреть свою точку зрения, Да. мне кажется. Хорошо, да. Ну и заниматься этим я бы тоже ответила средне, потому что Мгм. очень много сил, и не часто, не сразу ты видишь результат, что немного Да. демотивирует. Что еще демотивирует, то, что вначале появляется какой-то результат, потом ты выходишь на какое-то плато, где вообще ничего не происходит, или даже ты теряешь эти подписки, которые ты так тяжело набирал. И мне кажется, это демотивирует еще больше, чем начало твоего пути, когда ты делаешь это впустую, можно сказать. Да, я часто об этом говорю, что легко продолжать что-то делать, когда ты Мгм. видишь результат регулярно. Но когда Мгм. есть, и на Да. Ютубе тоже, есть Мгм. спады, и когда ты делаешь материалы каждые выходные, и минус 3 подписчика,
Это ужасно. Меня это очень сильно демотивирует, но, к счастью, я не первый блогер в мире, и Да. уже есть опыт других людей, поэтому мы все с вами вместе в одной лодке. Все нормально. Хорошо. Ну и в России, может быть, и в других странах тоже, у нас есть стереотип, особенно среди представителей старшего поколения, что блогер — это самый ненужный человек в обществе, Да. что они ничем не занимаются, у них нет таланта, они просто показывают, как они проснулись и что они купили. Да, Мгм. думаю, ты со мной согласишься. Да. Но на самом деле быть блогером сложно. Мгм. И давай ответим на вопрос, почему быть блогером сложно. Да, но здесь, конечно, много негативных сторон. Что первое приходит в голову, это постоянно нужно создавать контент и генерировать эти идеи. Откуда их брать, иногда встает вопрос. Часто у меня лично проблема, что, может быть, у меня есть идея, но реализация этой идеи не такая классная, крутая, как в моей голове. Да, и ты думаешь, что вау, классная идея, многим понравится, но на самом деле ты получаешь 3 лайка, 0 комментариев. Я не знаю, как это работает, потому что Да. иногда ты долго продумываешь идею, что ты Мгм. скажешь, как ты это покажешь, потом ты монтируешь, и ты с таким чувством: сейчас я покажу миру шедевр, выкладываешь Да, это, и ничего не и ничего происходит. не происходит. А потом просто, когда ты на улице там что-то быстренько снял, быстренько сделал, Мгм. и хоп, пожалуйста, 2000 Да, подписчиков с этого видео. Как это у меня было происходит? такое, да. Ужасно. Ну, ладно, не ужасно, потому что это все равно активность, да, но... Это происходит как-то рандомно. Меня тоже спрашивают, ну, ты же уже наверняка знаешь, какое содержание, какой контент заходит людям, подписчикам. Нет, Нет. нет, я так и не поняла. Но если мы, конечно, не говорим о каких-то скандальных вещах, потому что, Мгм. конечно, скандальные, очень противоречивые вещи, да, они всегда будут Да. заходить, но мы с тобой таким не занимаемся. Мгм. Может быть, пока что, я уже не знаю. Хорошо. Так, следующая сложность это проблема мотивации. Мгм. О чем мы уже сказали, что сложно продолжать, когда ты не видишь результата. Хорошо. Мгм. Что у нас следующее? Следующее — это проблема монетизации, то есть как зарабатывать деньги со своего блога. Да, и здесь мы должны сказать, конечно, что у блогеров, например, у бьюти-блогеров, у техноблогеров намного Мгм. больше вариантов монетизации, да, Да, потому, чем у нас. потому что у них есть какие-то рекламные интеграции, к ним приходят Мгм. больше компаний, которые хотят продать что-то. Да. И у учительского контента... У меня была очень интересная история с монетизацией. Как-то я делала видео про лавку с мороженым, и в этом ролике я, естественно, отметила Инстаграм этой лавки. Да. И в следующий раз они бесплатно меня угостили мороженым. Класс! Да, На но такой монетизации я согласна. нет, это всегда приятно, но все-таки Да. Не могу сказать, что я разбогатею с да, этого. Скорее всего, мне придется ходить чаще в тренажерный зал, но было очень приятно. просто бьюти-блогеры. Ой, мне предложили контракт на $5000. Ира, мне купили мороженое. Не, мне дали Да, мороженое бесплатно. Все, да, что нужно знать об учительских блогах и монетизации там. да, да. Верно. Хорошо. Так, следующая сложность — это хейт. Хейт. И как с ним справиться? Да, и может быть не конкретно хейт, а именно взаимодействие с какими-то странными людьми, неадекватными психами. До того, как я завела свой блог, я
не думала, что неадекватных людей в интернете, я не думала, что их так много. Да, когда я просто преподавала русский язык и не вела свой блог, я думала, как в мире много прекрасных людей. Ко мне на уроки приходят абсолютно замечательные люди, талантливые, не знаю, там, полиглоты, с классными профессиями, с классной семьей. И потом, когда я начала видеть комментарии людей в интернете, я поняла, что окей, 50-50 все-таки. 70. Но, кстати, может, больше. Хейт — это очень большая тема, и давай в следующем выпуске поговорим о хейте, о хейтерах и обо всем, что с этим связано. Хорошо. Так, следующая сложность — это то, что тебе нужно всегда выглядеть, как это сказать, прилично, да, я не говорю. Презентабельно. Да, что не обязательно там в вечернем платье, но все равно тебе нужно следить за собой, за своей квартирой, да. Ну, я бы поспорила немного, потому что требования к презентабельности сейчас у меня снизились гораздо снизились, потому что сейчас у меня очень мало времени на то, чтобы вести блог. И если у меня причесана голова и почищены зубы, для меня это просто идеал красоты. Ну так это и нужно. Да, и на этом все заканчивается. То есть макияж я не ношу уже, не знаю, наверное, месяца 4, наверное. Ну, это дело не в макияже, а дело в том, чтобы просто это выглядело, ну, как чисто, опрятно, да, без грязи, без нечищенных неделю зубов. Ну, я выгляжу совершенно как обычно, как в реальной жизни. То есть я не прихорашиваюсь специально для того, чтобы заснять видео. Да, но мне нравится макияж. Если честно, была бы моя воля, я бы вообще ходила с такими огромными ресницами и фиолетовыми волосами. Хорошо. Так, следующее это тебе нужно какое-то постоянство. То есть тебе нужно иметь или постоянный дом, квартиру, или даже иметь какую-то студию. И кажется, что это небольшая сложность, небольшая проблема, но для людей, которые живут не в своей родной стране, например, часто. И которые снимают квартиру, и которым приходится переезжать, это очень сложно, потому что только ты обустроил свой уголок, где все выглядит очень прилично и красиво, нужно переезжать. Да, и мы с тобой где только не записывали наши подкасты, и раньше это было аудио, поэтому было меньше проблем, но я помню, как я сидела между подушек в Армении, чтобы не было эхо, и ты тоже, когда у тебя был ремонт, тоже было сложно найти место, чтобы там был хороший звук и тишина. Да. Хорошо. Так, следующая сложность — это когда ты блогер, ты работаешь на себя. И, конечно, работать на себя звучит круто в некоторых аспектах. В теории. Да, но когда ты работаешь на себя, только ты ответственный за результат, да, и тебе нужно максимально хорошо планировать время, бюджет, силы и все остальное. Да, потому что, наверное, это очень важный аспект, потому что самодисциплина присутствует не у всех, и, мне кажется, и выживают те блогеры, которые организованы в своей рутине, которые выделяют регулярно время на то, чтобы записать видео и создавать контент. Да, потому что без дисциплины никуда, ну или нужно уметь делегировать, но даже чтобы делегировать, тебе тоже нужен навык организации, да. Верно. Хорошо. И последний аспект — это что вся твоя жизнь становится как на витрине, на виду, да, что все могут наблюдать за твоей жизнью. И, конечно, многие могут сказать, что ты можешь что-то не показывать,
например. Да, мы будем выбирать, что показывать, что не показывать, но все равно какую-то часть личной жизни Мгм. мы покажем. И Да, потому что, наверное, такой сейчас тренд, что люди больше интересуются какой-то личной стороной характера. То есть, например, если ты ведешь учительский блог и ты говоришь чисто о языке, но в какой-то момент это станет просто неинтересным. да, и принято разделять контент на профессиональный и личный, и личный контент нам нужен, чтобы... Кто-то звонит мне в домофон в субботу. И личный контент, конечно, нужен для того, чтобы построить какую-то близкую связь с Мгм. аудиторией, потому что Да, на профессиональном контенте этого... этого не хватит только профессионального контента. Да, и что меня сбил этот домофон с толку совсем. Хорошо. Вот, говорим еще раз о минусах, потому что мы живем в обычных квартирах, где живут обычные люди и живут своей обычной жизнью. Да, что делать? Все нормально. Так, и давай, чтобы этот выпуск не был очень негативным, про то, как мы говорим, о, быть блогером так плохо, подписывайтесь на нас. Давай еще поговорим о плюсах. Мгм. И из плюсов я бы сказала, огромный плюс — это построение какого-то личного бренда, да, Мгм. и особенно если у тебя есть какие-то услуги, которые ты Да. продаешь, соответственно, ты показываешь, какой ты человек, какой ты профессионал, как выглядит твой день, и люди могут сказать: окей, мы похожи, или мне нравится этот аспект, и я Мгм. могу, например, взять уроки. Также можем сказать, что блог нам приносит общение с интересными людьми. То есть можно опубликовывать просьбу о помощи, спросить совет, и всегда найдутся хейтеры, конечно, но и найдутся те люди, которые искренне от чистого сердца дадут свой совет. Да, и когда ты видишь, что есть какая-то поддержка от аудитории, даже если это, не знаю, 5 человек, все равно, ну, Мгм. это приятно. Да, М. да, ты чувствуешь, что ты не один, и что есть обратная связь, и она позитивная. Да, но и в плюсы я еще записала монетизацию, потому что, да, для нас это сложно и тяжело именно в нашей нише, но все Мгм. равно, в принципе, если ты продаешь услуги, да, например, Да, уроки или какой-то образовательный, как это сказать, проект, да, то это тоже можно записать в монетизацию, да, почему бы тоже нет? будет плюс. То есть мы, да, то есть мы используем блог очень часто как платформу, чтобы продать свои услуги. Верно. И какой наш прогноз? Как ты думаешь, профессия блогера останется актуальной? Будут блогеры в будущем? Думаю, что да. Я думаю, что это будет еще развиваться и не один десяток лет. Да, Потому что как раз-таки соцсети — это очень интересная платформа, чтобы продавать свои услуги, чтобы продавать свои какие-то продукты. Но, например, потому что мы очень редко сейчас заходим на какие-то веб-сайты, чтобы посмотреть, чтобы узнать о ком-то или какой-то услуге. Чаще мы заходим в соцсети все-таки. да, я согласна. Может быть, это приобретет немного другой Мгм. формат, потому что, например, раньше было модно, когда у тебя только профессиональные Да, фотографии, да. да, и все очень красиво и сочетается по цвету. Сейчас модно, когда все натуральное, люди начали Мгм. наконец-то показывать свою реальную жизнь, да. Кстати, Да, хорошая фраза — это вылизанная картинка, да. да, когда все на ней идеально, все на ней поправили, над ней работали 2 недели. Я рада, что сейчас это уже не актуально, уже не модно, потому что, ну, Да, потому что мы точно не смогли бы вести свой блог нет. при таких обстоятельствах. Хорошо. Ну и давай зададим вопрос недели. Итак, вопрос недели. Хотели бы вы быть блогером? Или у вас уже есть блог? О чем он? Расскажите нам.
Спасибо, что прослушали и просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого выпуска, доступ к закрытому чату в Телеграме и место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока! Пока-пока!